Сегодня у нас история, которая звучит как сценарий боевика, но это реальная новостная лента последних дней. Американские военные высадились с вертолета на нефтяной танкер Маринера, он же Белла-1, который шел под российским флагом, и взяли судно под контроль в Северной Атлантике между Исландией и Британией. Россия называет это нарушением морского права и пиратством. США говорят, это санкционное судно, оно пыталось играть в прятки, и мы просто исполняем решение суда. Давайте разложим все по полочкам. Что это за танкер? Почему за ним гнались 2 недели? Зачем там всплыл российский флаг? Причем тут Венесуэла и Иран? И почему эта история может стать прецедентом для будущих перехватов так называемого теневого флота? Но сначала подпишитесь на подкастонацию и включите колокольчик, чтобы не пропускать такие вот истории. Лайк тоже в тему, он продвигает выпуск. Начнем с главного. Сам инцидент произошел 7 января. По данным Reuters, США потеряли терпение после 2-недельного преследования и провели операцию по захвату судна Маринера, которое раньше называлось Белла-1. Россия в тот же день заявила, что связь с судном потеряна после того, как на него высадились американские силы у Исландии. И отдельно подчеркнула, в открытом море действует свобода судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу к судну, которое надлежащим образом зарегистрировано под флагом другого государства. Теперь, что важно, Маринера, она же Белла-1, это не просто обычный танкер, его давно связывают с схемами обхода санкций. Британия прямо сказала, у судна нехорошая история, и оно связано с сетями обхода санкций, в том числе по линии России и Ирана. То есть это тот самый призрачный флот, который меняет названия, флаги, маршруты, выключает транспортеры, чтобы возить нефть туда, куда формально нельзя. Дальше появляется Венесуэла. По сообщениям Reuters, история закрутилась на фоне давления США на Каракас и попыток перекрыть экспорт венесуэльской нефти в обход всех ограничений. И вот Белла-1 в декабре пыталась пройти эту блокаду вокруг Венесуэлы. Американская береговая охрана пыталась подняться на борт, но экипаж, как сообщается, отказался пускать досмотровую группу и резко сменил курс. И тут начинается самое киношное. По данным Sky News и других западных медиа, пока за судном уже шли, оно начало переодеваться, сменило имя на Маринера, на борту нарисовали российский флаг и судно внесли в российский реестр. В некоторых материалах приводится важная деталь. Российское ведомство сообщало, что временное разрешение ходить под флагом России было выдано 24 декабря 2025 года. То есть это не исторический российский танкер, а судно, которое сравнительно недавно получило российский флаг в разгар погони. Зачем это делается, логика понятна. Флаг государства в море — это не просто некая тряпочка, а по международному праву судно под флагом страны попадает под юрисдикцию этой страны, и чужим военным туда лезть, мягко говоря, сложнее. Поэтому перерегистрация может выглядеть как попытка получить щит от досмотра. Но в этот раз щит не сработал. По версии США и Британии, Белла-1 до этого ходила под спорными флагами и вела себя как судно без нормальной принадлежности. В таких случаях досмотр и перехват юридически проще оправдать. И здесь начинается ключевая развилка, из-за которой тема станет громкой надолго. Версия России. Судно под российским флагом, международные воды, силовой захват незаконен. Версия США и Британии. Судно санкционное, связано с обходом ограничений и попытка быстро стать российским. Не должна отменять расследование и ордер суда. А теперь как это выглядело технически. В некоторых источниках описывается, что операция делалась не одним катером. В воздухе фиксировалось много самолетов поддержки, а также упоминались вертолеты спецназначения. Там же говорится, что в преследовании участвовал катер береговой охраны США «Мунро».
и что задействованные силы заранее усилили присутствие Великобритании. Британия официально подтвердила, что дала американцам заранее запланированную поддержку, включая размещение на базах, а также авиационное наблюдение. Sky News добавляет конкретики. Британский корабль RFA Tide Force поддерживал операцию, а королевские ВВС вели наблюдение с воздуха. Отдельный острый момент. Рядом, по данным Reuters, находились российские военные корабли, включая подлодку, но признаков прямого столкновения не было. Это, пожалуй, самое важное. Потому что такая сцена досмотра российского танкера где-то между Исландией и Британией при потенциальном присутствии подлодки — это очень опасная география для ошибок. Параллельно США в тот же день перехватило еще одно судно МТ «София», уже в Карибском регионе. Sky News и еще некоторые источники пишут, что это был санкционный призрачный танкер, который шел с выключенным транспортером, и его также брали с воздуха без инцидентов, после чего береговая охрана повела его в США. То есть это выглядит как часть одной кампании, одновременно ударить по двум танкерам Северная Атлантика и Карибы и показать рынку и всем владельцам теневого флота: мы можем достать вас не только у берегов Венесуэлы, но и в океане. Теперь реакция. Россия в жестких формулировках. Нарушение морского права, требование обеспечить гуманное обращение с экипажем и вернуть людей домой. Российский законодатель публично назвал это откровенным пиратством. Это цитирует Reuters. США в ответ говорят следующее. Это исполнение санкций и судебного ордера, и министр обороны США публично написал, что блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти действует везде, в любой точке мира. Формулировка максимально прозрачная. Хотите провести нефть в обход ограничений, мы будем ловить хоть у Венесуэлы, хоть у Исландии. Интересный штрих добавила Deutsche Welle. Генпрокурор США Пэм Бонди заявил, что Маринера перевозила нефть из Венесуэлы и Ирана, а в отношении членов экипажа идет расследование, возможно уголовное обвинение. Также говорится, что на судне могли быть граждане нескольких стран, включая Россию, Украину и Индию. И вот тут мы выходим на последствия. Первое – это прецедент. Даже если дальше будут судебные разборки и дипломатическая перепалка, сам факт захвата российского судна в международных водах при участии британской поддержки может стать новой нормой для борьбы с теневыми перевозками. Второе – это давление на владельцев и операторов теневого флота. Если раньше схема сменить имя, сменить флаг, выключить транспортер работала как дымовая завеса, то сейчас сигнал другой. Дым не спасет, если за вами уже идут 2 недели. Третье. Риск эскалации. Сегодня обошлось без стрельбы и без столкновений сил США и России. Но если такие операции станут регулярными, вероятность ошибки в воде вырастет, а цена ошибки в океане между силами двух ядерных держав понятна всем. И четвертое. Политический фон. Reuters отдельно увязывает эту историю с резким усилением давления США на Венесуэлу, вплоть до силовых действий в Каракасе несколькими днями ранее. Это подчеркивает, что танкеры в этой истории не сами по себе, это часть большой игры вокруг нефти, санкций и контролями маршрута. Чем все закончится конкретно с Маринера? Самое ближайшее, куда поведут судно, что будет с экипажем, будут ли предъявлены обвинения и как ответит Россия, дипломатически или юридически. Самое дальнее, увидим ли мы конвои для теневых танкеров, новые правила досмотра в океане и новые точки напряжения, где нефтяная логистика превращается в военную историю. Если же упростить до одной фразы, это не просто захват танкера, это тест границ, где заканчивается свобода судоходства и начинается силовое исполнение санкций. Поставьте лайк, подпишитесь и напишите комментарий, как вы это называете, санкции или же все-таки пиратство. Финалем. Это была подкастинация, коротко, громко и по делу. Всем добра, а голове тишины. Пока-пока.